Очень интересное, хотя и малоизвестное сражение произошло 28 декабря 1943 года в Бискайском заливе. Сошлись в весьма противоречивом бою два британских и 11 немецких кораблей. Несколько слов о действующих лицах. Британские легкие крейсера «Глазго» и «Энтерпрайз». «Глазго» новейший из типа «Таун», «Энтерпрайз» – откровенное старье, спущенный на воду в 1919 году и вошедший в строй в 1926 году. С немецкой стороны принимали участие 5 эскадренных миноносцев и 6 миноносцев. Последние еще называли эльбингами по имени верфи, где они были построены. И самый главный герой, из-за которого вообще все произошло, немецкий блокадопрорыватель Альстерруфер. И хотя его участие в этой истории более чем эпизодичное, все, собственно, началось с этого корыта. Пара слов о так называемых блокадопрорывателях. Под этим громким термином скрывались, в общем-то, обычные грузовые суда. Правда, шли они из стран, с которыми у Германии были хорошие отношения. И везли они очень ценное для рейха сырье. Молибден, вольфрам, каучук и прочие очень полезные материалы, которых в рейхе не было. Естественно, флот Британии, объявивший блокаду, лез из кожи вон, чтобы эти прорыватели до портов не доходили. Но это вообще отдельная история, так что мы к ней вернемся в другой раз. Так что блокадопрорывателям приходилось проявлять чудеса изворотливости, менять флаги и названия, чтобы приблизиться к своим портам. А дальше должны были работать Кригсмарине, обеспечивая проводку грузовых судов в свои порты, именно там, где реальнее всего была встреча с британскими кораблями. А британцы, соответственно, очень рьяно искали эти транспорты и топили их с огромным удовольствием. Потому, когда Альстерруфер подошел вплотную к берегам Франции, столкнулись интересы двух сторон – немецкой, которая хотела провести транспорт к себе, и британской, которая хотела его потопить. Британский воздушный разведчик обнаружил Альстерруфера и начал отсчет времени этого события. Естественно, обе стороны выслали своих представителей. Британцы – крейсерский патруль из 2 легких крейсеров, а немцы – 11 эсминцев и миноносцев. Вообще-то все опоздали. Британская авиация успела потопить Альстерруфера еще 27 декабря 1943 года. И, в принципе, усилия экипажей кораблей были потрачены впустую. Но в Бискайском заливе в тот день оказались 2 крейсера и 11 эсминцев и миноносцев. И 28 декабря стало днем, когда 2 отряда встретились. Несмотря на то, что один из отрядов, немецкий, в бой особо не рвался, наоборот, не обнаружил Альстерруфера, немцы могли понять, что к чему, и лечь на обратный курс, в Бордо или Брест. Итак, пройдемся по действующим лицам. Британия. Легкий крейсер «Глазго». 12 орудий 152 мм и 8 орудий 102 мм. 6 торпедных аппаратов. Легкий крейсер «Энтерпрайз». 5 орудий 152 мм и 3 орудия 102 мм. 12 торпедных аппаратов. Германия. Эскадренный миноносец. Тип 1936А. 5 орудий 150 мм, 8 торпедных аппаратов. Миноносец. Тип 1939. 4 орудия 105 мм и 6 торпедных аппаратов. Расклад по вооружению был как бы точно не в пользу британцев. 24 орудия 150 мм у немцев против 17 орудий 152 мм у британцев. 24 орудия 105 мм у немцев против 11 орудий 102 мм у британцев. 76 немецких торпед против 14 британских. Если смотреть на цифры, то немцы имели возможность разделать крейсера британцев легко и непринужденно, одними только торпедами. Да и в плане артиллерии преимущество небольшое, но было за немцами. Однако Бискайский залив в декабре – это вам не Средиземное море. Это все-таки оконечность Атлантического океана, и здесь стоит посмотреть на еще несколько цифр, а именно водоизмещение.
От себя, друзья мои, добавлю. По долгу моей работы мне приходилось многие десятки раз проходить Бискайским заливом. Там не только в декабре, а шкивает прилично круглый год. А в тот день был шторм 8 баллов. Итак, продолжим. Глазго имел стандартное водоизмещение в 9100 тонн. Enterprise имел этот показатель в 7580 тонн. Эсминцы типа 1936А были крупнее любого одноклассника. Больше даже приближаясь к лидерам, и стандартное водоизмещение их составляло 3600 тонн. Миноносцы типа 1939 были обычными кораблями для этого класса водоизмещением 1300 тонн. То есть, сразу можно сделать вывод, что британские крейсера были более устойчивыми орудийными платформами и в условиях океанского волнения однозначно имели преимущество перед немецкими кораблями. И получилось так, что операторы радара на Глазго после полудня в 12:40, если точно, обнаружили отряд немецких кораблей. А около 13:30 эсминцы Кригсмарине засекли уже визуально. Немцы шли 3 кильваторными колоннами. Левая состояла из Z-23 и Z-27, тип 1936. Правую колонну составили Z-32, Z-37 и Z-24. А в центре шли T-22, T-23, T-24, T-25, T-26 и T-27. Все типа 1939. Так получилось, что бой пришлось вести только более крупным, тип 1936, поскольку более мелким миноносцам не позволяло волнение, поднявшееся в заливе. Волны заливали башни низкосидящих в воде эсминцев. Даже элементарное заряжание орудий, которое на эсминцах было ручным, превращалось в нешуточную задачу. А у британцев на Глазго был еще и радар. Используя данные радара, Глазго в 13:36 открыл огонь по эсминцам с расстояния примерно в 10 миль. Огонь велся носовыми башнями и был неточен. Немцы сократили дистанцию до 8 миль и тоже открыли огонь из орудий. А Z-23 еще и выстрелил 6 торпед по британцам. Немцы стреляли неплохо, первые залпы легли в 1,5 кабельтовых от Глазго. Плюс прилетел наведенный по радио патрульный кондор, который атаковал Глазго. Но британцы вели весьма плотный зенитный огонь, и бомбы, сброшенные кондором, легли весьма неточно. Вообще экипаж Глазго показал себя в начале боя просто великолепно. Отбившись от кондора, британцы заметили торпеды и смогли от них увернуться. Z-37 выпустил 4 торпеды по Энтерпрайзу, но и на втором крейсере смогли увернуться, хотя для этого пришлось оторваться от Глазго. Можно сказать, что начало осталось за немцами. Они смогли разъединить крейсера противника, и командир группы эсминцев Эрдменгер принял решение разделить корабли на 2 группы и взять британцев в клещи. Идея была хорошей, чего не скажешь об исполнении. Торпедной атаки вообще не вышло, по совершенно непонятной причине. Немцы выпустили всего 11 торпед в дополнение к первой десятке, и на этом все. Причем торпеды снова прошли мимо британских кораблей. Далее Эрдменгер принял потрясающее решение и отдал приказ «Смываемся». Южная группа, состоящая из Z-32, Z-37, Z-24, T-23, T-24 и T-27, должна была начать прорыв на восток, а Эрдменгер, державший флаг на Z-27, вместе с Z-23, T-22, T-25 и T-26 повернул на север. Британцы, оценив обстановку с помощью радара, пошли за северной группой. Командир Глазго, капитан Кларк, лег на параллельный эсминцам курс и открыл огонь. Сперва 152-мм снаряд попал в лидера группы Z-27, причем в котельное отделение. Эсминец сбросил скорость и отвернул на запад, вместе с прикрывавшим его Z-23. Так как все 150-мм орудия группы вышли из боя, то Глазго совершенно спокойно устроил бойню миноносцам, которые вообще ничего не могли противопоставить крейсеру. Сперва 2 снаряда от Глазго получил T-25,
Оба попали в турбинные отделения, и миноносец полностью лишился хода. Командир Ти-25 попросил Ти-22 подойти и снять экипаж. Через каких-то полчаса Ти-26 тоже получил снаряд в котельное отделение. Там начался пожар, и Ти-26 тоже потерял ход. Ти-22 пошел в торпедную атаку, пытаясь отогнать Глазго. Хотя бы этой демонстрацией, но сам был отогнан расчетами Глазго, демонстрировавшими меткую стрельбу в условиях волнения. Все 6 торпед с Ти-22 прошли мимо Глазго. Кстати, с Ти-25 тоже выпустили 3 торпеды, но с тем же результатом. Кларк принял мудрое решение, приказав более медленному Энтерпрайзу добить поврежденные миноносцы, а сам направил Глазго за Z-27. Это было сделать очень несложно, благо экипаж Z-23 просто бросил поврежденного флагмана и скрылся. Зато радар Глазго безошибочно нашел Z-27 и с расстояния 8 кабельтовых в упор, если по-морскому, расстрелял эсминец. В 16:41 один из снарядов, поразив погреб с боеприпасами, и Z-27 взорвался и затонул. Вместе с ним погибли 220 человек. Экипаж Энтерпрайза тоже не терял времени даром и сперва нашел обездвиженный Ти-26. 2 торпеды, и миноносец ушел на дно, захватив с собой 96 человек экипажа. Через 15 минут крейсер обнаружил второй миноносец, Ти-25, который тоже стоял, лишившись хода. С дистанции 11 кабельтовых Энтерпрайз открыл огонь из орудий. Экипаж Ти-25 начал огрызаться из 2 105 миллиметровых орудий. Британцы решили не связываться, отправили корабль на дно торпедой. Минус еще 85 немецких моряков. Остальные немецкие корабли благополучно ушли в порты Франции, кроме Z-32 и Z-37, которые, убедившись в том, что британские крейсера ушли, вернулись и занялись спасением моряков с потопленных кораблей. Результаты боя для немцев более чем печальные. 1 эсминец и 2 миноносца потоплены, погиб 401 человек. Британские потери скромнее, 2 убитых и 6 раненых от единственного 150 миллиметрового снаряда, попавшего в крейсер Глазго. Канадский экипаж Энтерпрайза потерь не понес. Удивляет потрясающая неточность немецких моряков при стрельбе торпедами. Да, канадцы с Энтерпрайза попали 3 торпедами из 3. Да, стреляли в неподвижные корабли, но то, что из 3 десятков выпущенных торпед немцы не попали ни одной, тоже говорит о многом. Есть претензии к командиру группы немецких кораблей. Реализовать основное преимущество в торпедах не удалось, а как артиллерийские платформы, более крупные крейсера были предпочтительнее. Учитывая, что буквально за день до этого разгрома, а ведь по факту воевал только Глазго, в Арктике был потоплен Шарнхорст, то немецкий флот получил 2 громкие оплеухи от флота британского. И последствием разгрома в Бискайском заливе стало прекращение попыток доставки стратегических важных материалов из той же Японии с помощью надводных кораблей. В 1944 году эти обязанности были возложены на подводный флот под командованием Карла Дёница. Но это уже совсем другая история. Нам же остается только засвидетельствовать свое почтение экипажу крейсера «Глазго», который не занимался статистикой и подсчетами стволов и торпед у противника, а просто делал свое дело. И, заметим, делал очень качественно.